Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя тема о февральской посевной. Многие цветы необходимо высевать на рассаду в последнем месяце зимы. Но прежде чем перейти к списку растений, я хочу напомнить о некоторых важных правилах. В первую очередь это касается соблюдения теплового и светового режима. Чтобы рассада не вытянулась и не ослабла, молодые всходы потребуется дополнительно досвечивать. Также не забывайте время от времени проветривать посевы и поддерживать почву в слегка влажном состоянии. Пересушивание, так же как и переувлажнение, приведет к гибели сеянцев. Не менее важно качество грунта. Он должен быть рыхлым и чистым. Существует несколько методов обеззараживания почвы. Химическая дезинфекция с помощью биопрепаратов, промораживание или прокаливание. Главное, чтобы молодые всходы развивались в чистой среде. Кстати, многие опытные цветоводы для выращивания рассады используют очень эффективные биофунгициды, как фитоспорин и глиокладин. Также хочу уточнить, что для садоводов северных регионов данные сроки посевов можно немного отодвинуть, а для южных наоборот, посевы проводят даже раньше. Так какие же растения можно высевать в феврале? Для открытых цветников в саду можно посеять семена бальзамина. Если вы хотите наслаждаться как можно раньше его цветением, тогда не стоит оттягивать посевы до весны. С помощью этого неприхотливого цветка можно создать яркие и живописные цветочные клумбы, которые украсят ваш сад на весь сезон, до самых морозов. То же самое относится и к виоле. Семена этой цветочной культуры также высевают уже в феврале, чтобы наслаждаться ее продолжительным цветением как можно раньше. Невероятно красивый и обильно цветущий почвопокровник, который украсит альпийские горки, солнечные места в саду, а заодно и прикроет почву от сорной травы, это абриета. Ее вы также можете посеять на рассаду в феврале. Опять-таки садоводам северных регионов лучше не спешить и отсрочить посевы до марта-апреля. Для этого многолетника очень важно не переувлажнять почву. Абриета также не любит кислый и тяжелый грунт. Перед посадкой в землю стоит внести речной песок и золу. Абриету также можно посеять семенами сразу в открытый грунт. Делают это в мае. Очень советую попробовать вырастить такой цветок, как пенстимон. Среди этой красивой культуры есть как однолетние, так и многолетние виды. В последнее время в продаже все чаще стали появляться семена его самых разных сортов, которые отличаются яркой окраской и размерами кустиков. Пенстимон – это невероятно красивое растение. Среди него есть высокорослые, средние, карликовые и даже почвопокровные разновидности. Цветет эта культура не только красиво, но и долго. Хочу обратить ваше внимание на такой яркий и необычный цветок, как сальпиглоссис. Его семена можно высевать на рассаду примерно с конца февраля. Цветет это растение не только очень красиво, но и долго, с июня по октябрь. У сальпиглоссиса есть множество разных окрасок. Кроме того, на его лепестках присутствует своеобразный и неповторимый рисунок, за что его еще называют мраморный цветок. Сальпиглоссис – это само очарование, которое легко украсит ваш цветник. Более подробно узнать про это эффектное растение можно из моего видео, ссылку на которое я оставлю в описании под этим роликом. Королева осеннего сада – это хризантема. Этот неприхотливый цветок отличается от других своей стойкостью и ярким цветением, вплоть до самых морозов. Более того, цветы хризантемы не боятся даже кратковременных заморозков до -5 градусов. Поэтому в наших садах мы иногда наблюдаем ее цветущие кусты даже под снегом. Семена можно высевать уже в феврале-марте. А вот более запоздалые посевы не приветствуются, так как ее рассада может не успеть достаточно подрасти и окрепнуть до высадки в открытый грунт. В феврале высевают семена лобелии. Этот обильно цветущий однолетник просто шикарно смотрится в подвесных кашпо и в цветниках. Кстати, в открытом грунте этот цветок иногда дает свой самосев. Если заняться посевом лобелии на рассаду в последнем месяце зимы, то ее цветение начнется примерно в июне. Цветет этот однолетник очень красиво и пышно. Все лето по сентябрь. Многие садоводы не представляют свой цветочный сезон без яркой и обильно цветущей петунии. В феврале еще не поздно посеять ее ампельные и махровые сорта. Эти цветы от обычных петуний отличаются более длительным периодом вегетации. А вот с петунией кустовой можно не спешить
и высевать ее на рассаду весной. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом и дополните мой список своими растениями, которые необходимо высевать на рассаду в последнем месяце зимы. Я буду благодарна всем вашим советам, лайкам и комментариям. Также не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. В конце зимы можно уже высевать ампельную калибраху. Но учитывайте то, что семена этой культуры не только мелкие, но часто не отличаются своей хорошей всхожестью. Поэтому запасайтесь заранее несколькими пакетиками с посевным материалом. Зато цветение калибраха порой по своему обилию затмевает многие однолетние цветы. Это растение идеально подходит для подвесных кашпо и вазонов. С помощью калибраха можно вырастить красивые шарообразные композиции, состоящие из множества ярких цветков. Любимицей многих цветоводов по понятным причинам является гвоздика шабо. Этот стойкий и универсальный многолетник отличается не только своим эффектным цветением, но и редкой неприхотливостью. Садоводы средней полосы высевают ее на рассаду примерно в феврале, конечно же при условии дополнительного досвечивания сеянцев. В начале февраля еще не поздно посеять семена бегонии вечно цветущей. Эта неприхотливая цветочная культура украсит передний план цветников, подвесные кашпо и вазоны. Ее также можно выращивать на балконе. Из низкорослой бегонии получаются красивые цветочные бордюры. Зацветает она уже в июне и не прекращает радовать своими цветками и декоративной листвой вплоть до прихода морозов. Если вы хотите вырастить свою рассаду садовой земляники методом посева семян, об этом необходимо побеспокоиться уже в феврале, так как этой культуре важна предварительная стратификация. Вырастить землянику из семян не так просто, но попробовать стоит. Ведь семенной материал обойдется вам в разы дешевле, чем покупная рассада. К тому же семена можно собрать и заготовить самостоятельно. Уже с середины февраля высевают на рассаду однолетнюю сальвию. Этот совершенно неприхотливый цветок украсит своей ярко-огненной окраской любую клумбу. Причем на все лето, вплоть до самых холодов. Очень красиво ее высаживать группами и в сочетании с такими растениями, как цинерария серебристая и пестролистные колеусы. Кстати, посев на рассаду этих декоративно-лиственных культур для выращивания в открытом грунте тоже уже начинают в феврале. Хотя такие растения, как колеус и цинерария, гораздо проще размножить методом черенкования. Также с конца зимы можно уже высевать семена агератума. Это больше касается садоводов южных регионов. Для садов более прохладного климата этот красивый однолетник высевают в марте-апреле. Агератум отличается редкой неприхотливостью и красотой своих сине-голубых соцветий, которые радуют все лето по октябрь. Хотя у этого однолетника есть еще белые и розовые сорта. В феврале можно приступать к посеву ароматного гелиотропа. Этот эффектный травянистый полукустарник порадует вас пышными душистыми соцветиями синей-фиолетовой окраски, но только при выращивании на солнечных участках и с посадкой в питательный грунт. Гелиотроп подходит для открытых клумб и контейнерного выращивания, однако этот теплолюбивый многолетник в средней полосе не зимует. Чтобы каждый год не выращивать его рассаду, осенью можно выкопать кустики и занести их в прохладное помещение. Гелиотроп также размножают черенкованием. Не забудьте также о таком экзотическом цветке, как гацания. Оптимальные сроки посева ее семян для средней полосы примерно в конце февраля, в марте. Если вы хотите любоваться ее крупными, яркими ромашками уже в начале лета, стоит заняться посевами гацании уже в конце зимы. Владельцы садов с более мягким климатом в феврале уже начинают высевать на рассаду дельфиниум. Этот красивый многолетний цветок с легкостью украсит любой уголок вашего участка и создаст просто шикарный задний фон цветника. Вот только не всегда его семена дают дружные всходы. Все дело в их неправильном хранении и свежести семенного материала. Просроченные семена вряд ли взойдут. Обычно перед посевом им требуется длительная стратификация, но для себя я нашла более простое и быстрое решение. Перед высадкой семян я их выдерживаю не менее часа в водном растворе 3% перекиси водорода из расчета 1 к 1. Многие используют препараты эпин и циркон, но в любом случае семена дельфиниума должны быть свежими. Надеюсь, что вы тоже поделитесь своим опытом в комментариях и дополните мой список другими цветами, которые необходимо сеять уже в феврале.
Ваши знания очень важны. А если это видео было для вас хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. И до новых встреч в нашем добром саду.